Традиционно новозаветными местами считаются территория нынешних Израиля, Палестины, Сирии, Иордании, Ливана еще. Однако никаких явных подтверждений этому найти до сих пор не удалось. Находятся какие-то там груды черепков или находятся какие-то камешки, да, их с радостью тут же записывают в минус 20 век или там в минус 30 век, но каких-то реальных каких-то действительно интересных находок, которые бы однозначно подтверждали ветхозаветную или новозаветную историю, на территории Израиля практически нет. И более того, практически все находки, которые там время от времени всплывают, да, они оказываются либо подделками, либо настолько видно срежиссированное действие, что, в общем, даже смешно становится. Но вот из последних таких совсем смешных историй, и, наверное, вы помните, как нашли урну всплыла урна с именем брата Иисуса, да, на которой там было написано Яков, по-моему. Ну, как было имя одного из братьев Иисуса, да, такой-то брат Иисус. Ну, прошло буквально там 3-4 года, и человек, который явил миру эту замечательную урну, на него завели уголовное дело в Израиле за подделку артефактов. Да, то есть он был пойман, просто пойман за руку. Причем это на фоне, помните, как буквально месяц или два назад они нашли могилу Адама. Ну, они могут все что угодно там найти, да, там же не написано, что это могила Адама, да, но должны быть какие-то подтверждения тому, что они находят, а подтверждений нет никаких. И если мы говорим, например, о ветхозаветной истории или о новозаветной истории, то хотелось бы иметь какие-то, ну, более-менее хотя бы. Понятно, что прошло достаточно много времени, найти какие-то артефакты трудно, но хотя бы что-то, что связывало именно эту землю с текстом Писания, или с текстом Торы, или с текстом Ветхого Завета. Вот с этим и у израильских археологов, и у их коллег, и у их американских, английских, немецких коллег, которые работают там, большие проблемы. То есть найти что-то существенное, они не могут найти ничего существенного там. То есть то, чтобы однозначно свидетельствовало о том, что события новозаветные или ветхозаветные происходили именно там. Собственно, если говорить вообще об израильской археологии, то возникла-то она совсем недавно. И вся археология, как ни странно, да, вроде бы это такие земли интересные. Это земля гроба Господня, это священные места и для мусульман тот же, да, но тем не менее какие-то первые более-менее систематические раскопки там начались вообще только в 19 веке. Даже уже, скажем так, ближе к середине 19 века. И первыми, кто начал там работать, были, по-моему, американцы, Робинсон и Смит, если я не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, одними из первых, да. Вот. Существенную лепту внес француз Клермон Гано. Также там работали англичане, потом там появились немцы, и в самом конце 19 века там появились и русские, которые занимались раскопками. Вы говорите именно на территории Израиля? То есть, на территории Палестины. Давайте уточним, уточним, что это была Палестина, да? Вот, на землях Палестины, именно там, в Иерусалиме, вокруг Иерусалима, то есть то, что сейчас, да, те земли, которые сейчас принадлежат Израилю, Палестине, частично Ливану, частично Сирии и так далее, и так далее. Вот. Вот эти экспедиции появились там, серьезные, более-менее серьезные экспедиции появились там в середине 19 века. И первый план Иерусалима, нормальный, был составлен, если я не ошибаюсь, англичанином Телботом, где-то уже во второй половине 19 века.
что же, собственно, было до этого? Неужели весь христианский мир не проявлял никакого интереса к Святой Земле? Проявлял, но каких-то, опять-таки, существенных следов, которые бы связывали эти места с библейскими событиями, как бы и не замечал. То есть, конечно, остались какие-то записки, да, там из 15, 16, 17 веков. Кстати, очень интересно, если мы говорим о свидетельствах о Святой Земле, там очень большие перерывы случаются, да, то есть сначала там появляется Елена, мать Константина Великого, это самое начало нашей эры, да, это там 3 век нашей эры, а потом какие-то сведения появляются только после крестовых походов. То есть, да, причем она вывозит какую-то кучу артефактов. К этому мы еще вернемся. Откуда и что она вывозит, это тоже и очень интересно. Креста гроба Господня. Совершенно верно. Она там много чего нашла, руководила. Икона, по-моему, даже. Она там много что нашла, она руководила раскопками, сама основала там несколько церквей и так далее. К этому мы еще вернемся. Обратите внимание, что в 3 веке. Да, в 3 веке, когда и организовала раскопки. В общем-то, можно сказать, что в это время ей было около 80 лет. Так, на секундочку, да. Елене. Представьте себе, что такое возраст 80 лет в 3 веке, да, когда там гораздо позже люди там средняя продолжительность жизни была 35, 40, 45 лет в Европе, да, что такое 80-летняя женщина, что такое для нее путешествие, например, из Трига, где она жила, в Иерусалим. Ну, просто представьте себе, что это такое, да? То есть не каждый мужчина бы решился на такой, причем здоровый, сильный мужчина. Но мы к этому вопросу еще вернемся, а сейчас имеет смысл, наверное, вернуться в 19 век, да, к началу раскопок. Так вот, если вы начнете смотреть, что там было, собственно, в Иерусалиме и на Святой Земле в 19 веке, то в общем-то не было практически ничего. Любой желающий может залезть в интернет и, введя нужные слова, найти изображение Иерусалима, например, того же 19 века, и сравнить с тем, что есть сейчас. И люди поймут, что, в общем-то, большая часть Иерусалима, она выстроена заново, начиная с 19-го, со второй половины 19 века, и вот строилась дальше в 20 веке. Что касается других ветхозаветных городов или поселений, или новозаветных городов и поселений, там картина еще более печальная. Практически ни один ветхозаветный и новозаветный город или поселение, они не найдены. То есть находятся какие-то груды камней, и они зачастую абсолютно произвольно привязываются к ветхозаветным или новозаветным названиям. Собственно, если мы говорим об Израиле, да, о Святой Земле, о том, как связать текст Нового Завета и Ветхого Завета с этой землей, да, то мы должны прежде всего говорить о массе нестыковок, да, в текстах, описывающих эти территории, да, и с тем, что мы видим на самом деле. Ну, собственно, небольшой секрет, что ученые мужи сбились с ног, разыскивая Капернаум, Гадару, Содом, Гоморру, землю Гергесинскую и так далее, и так далее. Ну что ж говорить о таких городах, если храм Соломона, собственно, не могут привязать к местности, да, и Голгофу не могут привязать к местности.
И это известный факт достаточно, что в середине 19 века английский офицер переносил Голгофу, да, то есть он считал, что Голгофа находится не там, где ее видят все остальные, а совершенно в другом месте. То есть там существует масса точек зрения, где вообще в 19 веке еще не могли определить, где находится Голгофа. Да? Но сейчас она уже локализована. Она сейчас локализована. Дело в том, что нам-то говорят, что существует непрерывная традиция некая, да, что практически 2000 лет люди знали, где находится Голгофа. И она была четко локализована. Четко люди понимали, что вот Иерусалим, вот Голгофа, вот крестный путь и так далее, и так далее. Тем не менее, как выясняется, еще в 19 веке не было однозначных представлений о том, где находится Голгофа. И, почему их не было, в общем, можно понять. Потому что никаких строений того времени не осталось. И определить, где был крестный путь, где была Голгофа, где был храм Соломона, где были какие-то другие строения времен Ирода, очень сложно. Ведь даже по традиционной истории Иерусалим просто равнялись с землей не один раз, начиная с первых веков нашей эры и заканчивая самыми последними разрушениями, да, 20 века, предположим. Поэтому точно определить, где что находилось, безумно сложно. А источники не дают однозначного ответа, где и что находилось. Это Иерусалим. Иерусалим как центральная точка. Что же говорить о других точках на территории Израиля и там, Ливана, и Палестины и так далее. Привязать к местности очень сложно. Очень сложно. А можно вопрос такой? Вот я не был в Иерусалиме, но что, там очень много разве каких-то объектов, которые можно, например, считать спорными, как Голгофа, например, несколько горок или гор, которые можно назвать Голгофой. Насколько я помню, это, по-моему, 7-холмовая структура, 7 холмов. Знаете, в чем дело? При большом желании, любой холм можно назвать Голгофой, да, любое возвышение можно назвать Голгофой, теоретически, да. И Голгофой можно объявить любой там холмик, да, сказать, вот холмик, он и был Голгофой, при большом желании. Вопрос-то не в том, что можно сделать, да, вопрос в том, где она на самом деле была. И проблема как раз заключается в том, что локализовать ее нормально не получается. Поэтому привязка Голгофы именно к Иерусалиму и привязка вообще всей библейской, всей новозаветной истории к этим местам, она, мягко говоря, сомнительна. Начать с того, что вообще те же арабы, например, не знают города Иерусалим, они знают город Эль-Кудс, да, или там есть какие-то варианты произношения, я, наверное, это не воспроизведу, как там Николай Николаевич Вашкевич, да, например, воспроизведет этот блестящий арабист. Но тем не менее, да, есть арабский город Эль-Кудс.